Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Сергей, и я, как всегда, рад вас приветствовать на моем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено не совсем тривиальной проблеме. На данный момент я занимаюсь восстановлением двухцилиндрового двигателя и его модернизацией для моего следующего проекта. Помимо самого ремонта, в двигателе будет модернизирована система смазки, установлены два карбюратора, электрический стартер и электронная система зажигания. Но сейчас я занят проблемой повышения степени сжатия. Изначально двигатель был рассчитан на 72 бензин, и степень сжатия составляет 5,5. Я его перевожу на 92 и, соответственно, хочу повысить степень сжатия. И для этого надо уменьшить объем камеры сгорания вот в этой головке цилиндра. Обычно для этого поверхность головки шлифуют и снимают слой толщиной от 2,5 до 3 мм. Но проблема в том, что эта головка маленькая, и в станке ее не зажать. Она состоит практически из одних ребер, и они еще разной высоты, она качается. Поэтому в автомобильных мастерских, которые занимаются шлифовкой головок, такие детали берут очень неохотно в работу. И я решил попробовать сделать это самостоятельно на моем маленьком токарном станочке ТВ4. И тут у меня возникло две проблемы. Первая, как вы догадались, эта головка слишком большая, она просто не лезет в станок. Ее максимальная диагональ составляет 210 мм. И второй вопрос, а как же ее закрепить? И оба этих вопроса придется решать вместе. Вероятность успеха и провала одинакова, 50 на 50. Но тем интереснее. Проверим, что нам может предложить маленький токарный станок ТВ4. По паспорту максимальный диаметр заготовки 140 мм. Проверим. Максимальный радиус детали, который может проворачиваться в этом станке, определяется вот этой дальней направляющей. И в моем случае он составляет 107 мм. А максимальный радиус этой детали 105 мм. Но она не симметрична. И хватит ли этих 2 мм разницы для того, чтобы деталь провернулась, неизвестно. Но самая главная интрига в том, что узнаем это только когда все сделаем и деталь закрепим. Так что эксперимент продолжается. Рисуем окружность диаметром 214 мм. Это возможный максимум для станка. Миллиметр в миллиметр. Что думаете, получится? Отверстие для крепления головки цилиндра имеет диаметр 8,5 мм и отлично подходит для нарезания резьбы М10. Три отверстия я оставляю без резьбы для центровки головки на цилиндре.
Зазор полмиллиметра. Эврика! Получилось! Выставил резец и деталь. Для установки головки использовал одну проставку толщиной 1,5 мм. Ну что, вы готовы? Мы начинаем. Первый черновой проход сделан, получается вот такое качество. Еще одна проблема оказалась в том, что деталь проходит над станиной, но не проходит вот здесь над суппортом. Поэтому резец должен выступать за суппорт. Для этого он должен иметь довольно большой вылет, что не очень правильно. И кроме того, резец пришлось поставить вот под таким углом, чтобы мы могли достать от крайней точки до центра. При такой установке мы охватываем всю рабочую поверхность. Ну а я продолжаю сбивать стружку. Друзья, эксперимент завершился. Задачу считаю выполненным. Головку удалось проточить, но это было волнительно. Прямо на пределе возможностей. С одной стороны детали зазор был полмиллиметра до станины, с другой чуть больше миллиметра. И вот это вот несложное приспособление, назовем его планшайбой, очень помогло. Ну а качество проточки поверхностей получилось даже немного лучше, чем на родной детали. Вот сестричка этой головки. Качество можно посмотреть проточки. И вот моя деталька. Результат отличный. Ну а на сегодня на этом у меня все. Надеюсь, вам было интересно. А я пошел продолжать работу над двигателем, который вы увидите уже в следующем видео. Всем удачи. Пока. Увидимся на канале.